Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я приехала в район Соли. Будем гулять по району, посмотрим, что здесь есть, какие дома, новостройки. Проедем обязательно по набережной, посмотрим. Ну, в общем, погуляем. Сегодня, кстати, рынок здесь, можем заскочить. Так что, друзья, кому интересно, я вас приглашаю. И погнали смотреть. Ребята, что хочу сказать. Все вот эти дома, новостройки, в основном идут уже за трассой Д400. Набережная здесь небольшая, поэтому там негде строить. И сейчас проедем мы вперед, посмотрим, что там, какие дома. Вдруг у вас здесь квартира есть. Увидите свои окна, я думаю, вам будет приятно. Я, как всегда, на своем велосипеде, вы же знаете, да? В общем, поехали смотреть. Еду потихонечку, потому что это все-таки город. И нужно смотреть во все стороны. Здесь новые сеты. Я вот доезжаю. Это трасса параллельная трассе Д400. Ребята, я доехала до перекрестка. Вот это вот кольцо. И идет вот так трасса. Это трасса параллельная трассе Д400. Старая дорога, но она также загружена автомобилями, как и трасса Д400. Вдоль нее уже, видите, все. Это все новостройки идут. Все полностью. Мы поедем туда вперед. Вот так покажу. Смотрите, сколько строят. Это все новые дома. Хочу спокойно перейти дорогу, а потом поеду. Перекресток оживленный. Я смотрю, очень много магазинов здесь. Практически в каждом доме есть магазины. Немножко приблизила камеру. Вдруг у вас здесь квартира есть, ребята. Смотрите, я медленно показываю. Это все новостройки. Может, ваши окошки смотрят. Это все сторона смотрят на море. Это южная сторона. Есть и хозяйственные магазины, и кафешки. Очень много. Все практически в каждом доме. Еще туда вглубь пошла улица. И тоже все новостройки. Вот Армина и Апы. Я не знаю, может, у вас квартира здесь есть, ребята. Показываю все как есть. Остановилась у магазина. Хочу все-таки заглянуть, что здесь есть. Буквально на пару секунд. Обувь, швабры. Такие, видите, столы раскладные. Такие для пляжа. Вот видите, столики маленькие. Есть совсем крохотные, такие небольшие. Ну, удобно, с собой взял. Пару стульчиков, столик. А так, магазин огромный, ребята. Очень большой магазин. Долго не буду задерживаться, просто покажу. Вот смотрите, 550 лет. Такие чайные сервизы в ассортименте. А так очень много всего. Стаканчики, декор. Ну, в общем, долго гулять не будем. Так, визуально покажу, что здесь есть. Здесь сервизы. Очень много. Смотрите, какие разные красивенные, да, и чашечки необычные. Смотрите. Очень интересные. Цена 900 лир. Есть чуть подороже. 1100 лир. Вот такой сервизик. Ну, это нужно все смотреть. Посуды очень много. Видите, тарелки. Полностью целый ряд. И кружки, и тарелки. Все есть. Сейчас пройду сюда. На соседний ряд глянем. Ну, а здесь декор. Очень много всего. Это нужно несколько часов, наверное, гулять здесь, чтобы все рассмотреть. Видите, все есть. Вот такие свечки даже для тортов такие, видите, изящные. В общем, все, что нужно. Такая мелочевка для квартиры, все есть. Расчески. Очень много такой искусственной зелени продают. Ну, так визуально покажу, ребята. Магазин огромный. Это лабиринты целые. Ну, дальше не буду идти. Мы не за этим сюда приехали. Я смотрю, еще вниз. Видите, лесенка идет. Значит, что-то есть еще внизу. Пойдемте на выход.
Я думаю, как-нибудь можно сюда проскочить, посмотреть, отличается ли этот магазин от тех, которые у нас в Тедже и как бы в городе, да, ИФПА или там другая сеть. Поэтому нужно посмотреть обязательно. Ну, если интересно вам, я приеду и сделаю обзор. Пишите в комментариях. Магазины, смотрю, орехи, ну, все продают, специи, сладости. Есть стоматология, потом Ферин, хлебный магазин, очень удобно. Дальше 101, и пошли и аптека, в общем, целая куча магазинов. Еще там, кстати, Шок, по-моему, в конце, да. Но с другой стороны я остановилась. Здесь Carrefour, большой магазин, и кафешечки. Ну и есть стоматология. Это все новые дома. И я смотрю, вот там с зелеными полосами, по-моему, тоже новые дома. Скорее всего, это Эмеральд строил. Ну, сейчас проеду туда вперед, посмотрим. Вот эти, по-моему, новые дома Сите. Сейчас только мне нужно вот пройти туда чуть дальше. Я перееду на ту сторону и посмотрю название и что за дома. Здесь, по-моему, многие покупали квартиры. Это восточная сторона, вот окна выходят на восток. Ну, перейду, объеду вокруг и посмотрим все, ребята. Здесь высокий бордюр. Не хочу перекидывать велосипед. Немного дальше объеду. Вот так вам покажу, как все выглядит. Окошки выходят на восточную сторону. И вот уже пешеходный переход, разделяющий. Сейчас я перейду сюда. Ребята, остановилась. Вот это Emerald Platinum. Я не знаю, по-моему, 2 блока, да? Я приблизила камеру. И вот если дальше, вот это Emerald Premium Cité. Тоже 2 блока. Сейчас объеду другой стороной, посмотрим, есть ли там дорога, можно ли пройти. А так они выглядят. Я зашла в комплекс Emerald Platinum. Здесь открыто. Ну, люди уже живут. Это комплекс сдался. Сейчас пройдем, глянем территорию. Стоит генератор. Что-то еще накрыто. Посмотрим. На этой стороне, видите, окошек нету. Поэтому не буду. Сейчас покажу южную сторону. Отойду немного в сторонку. Здесь, по идее, должен быть бассейн. Все зеленое. Ну, немного заросло бурьяном. Ну, что поделать. Сейчас развернусь. И, ребята, показываю первый блок. Не знаю, есть ли у вас здесь квартиры. Если есть, может, ваши окна сюда смотрят. Смотрите внимательно. Вот так все выглядит. Уже немного люди живут. Вижу, занавески висят. Но не полностью заселен дом. И второй блок. Вот так он выглядит. Я сейчас обойду вокруг территорию, наверное. Вот такие цветы. Видите, все цветет, но вместе с бурьяном. Вот так все выглядит. И я не знаю, по-моему, вот это комплекс Лавинья История. По-моему, да. Я не помню. Кажется, у Ольги здесь квартира. Ребята, вот здесь, да. Олечка, если у тебя на эту сторону окна смотрят, может, ты увидишь свое окошко. Ну, я немножко потом пройду поближе. Смотрите, как цветет все здесь. И бурьян, и вот такие цветы шикарные. Красота. Так выглядит территория. Есть беседки. Ну, кападжи, наверное, нет, потому что ничего не убирается. И вот это второй блок. Вот я поворачиваю. Это вид на бассейн. Какие-то квартиры в аренду сдаются, какие-то на продажу. В общем-то, горка есть, беседки, спортивная площадка. Не знаю, сейчас попробую подойти к бассейну. Видите, как все заросло. Главное, в колючки не влезть. Так, оп, немножко. Вот так, ступенечки. Здесь душевые должны быть. Ну, не полностью все сделано. И мы проходим к бассейну. Маленький бассейн для деток. И вот такой большой.
не очень хорошо, я смотрю, плитка уложена. Видите, там неровная какая-то она или откололась. Ну, в общем, такая. Бассейн пока не залит. А вот это рядышком, вот Сите. Сейчас попробую приблизить. Рядышком Сите Эмеральд Премиум. Вот оно, видите, табличка есть. И поменьше сделаю. Это окна, северная сторона. Вот так выглядит. И сейчас проеду, если там открыто, попробую зайти и показать вам, какая территория. Но беседок здесь не пожалели. Я смотрю, очень много беседок. Вот видите, есть даже спортивная площадка. Можно спортом заниматься. Но в Бурьяне все полностью заросшее. Ну, слава богу, что растет. Цветет, растет. Но нужно поухаживать за всем этим. Я знаю, ребята, что вот в этих двух комплексах очень многие покупали квартиры. Может, на перепродажу, но покупали многие. Было много рекламы этих комплексов. Поэтому вот так все выглядит на сегодняшний день. Хочу подойти. Здесь окошко открыто. Это нижний этаж. Вот так выглядит. Я не знаю, видно вам, ребята, да? Вот такая комнатка. И сейчас отойду, чтобы не упасть. Потом окна в пол. И вот тут, по-моему, зал и кухня. Но мне не достать. Там, смотрю, мебель, какой-то шкаф. Выше не подняться, потому что, видите, окно высокое, оно само грязное, ничего не видно. Мебель там, да, ну, вижу кухня. Ну, это, наверное, скорее всего, уже другая квартира. Выводы под кондиционеры есть. Немножко не закончено все. Ну, это Турция. Здесь во многих Сите так. Поэтому, когда покупаете квартиры, всегда обещают все классно и хорошо. Но при сдаче квартир, когда вы заезжаете, все не очень хорошо. Ребята, как вы знаете, я никогда не рекламирую никакое жилье, ни в коей мере. Я просто показываю то, что вы просите, где ваши квартиры. И показываю то, что есть на самом деле. И как выглядит на сегодняшний день. Ну, кому интересно, смотрите. Может, вы купите в этом районе. Район огромный. Район хороший. Квартиру. Но здесь также есть очистные сооружения недалеко. Поэтому имейте это в виду. Машины едут вдоль трассы. Я уже не стала выезжать на дорогу. Веду велосипед в руке и еду рядышком. Вот. Рядышком Сите. Сейчас поверну камеру, посмотрите, что тут есть. Я качу велосипед. Видите, дорожек пока ничего нету. Тротуаров нету. Ну, дорога там вдали. Ну, а здесь, видите, все бесхозно. Ничего не сделано. Ну, сейчас уже вот подойду к следующему комплексу. Если там открыто, зайдем, посмотрим территорию. В общем, вот так все выглядит. Еще с этой стороны покажу вам. Видите, дома медленно. Вдруг ваши окна здесь. И у вас есть квартира. Я смотрю, здесь уже деревья другие. И вот это дерево, видите, с шишками, оно засохло. Но это дерево было изначально. Строители оставили его, но оно засохло. А одно еще осталось посередине. Такая же сосна. Ребята, это вот Эмеральд Премиум. Но здесь уже ворота есть. Поэтому я не могу зайти в Сите. Показываю вам со стороны. Это северная сторона окна. Ну, больше никак. В Сите, видите, калитка закрыта. Ведется наблюдение. Даже лодку кто-то привез. Видите, уже более обжитое Сите. Едем вперед. Остановилась на перекрестке. Это Лавинья История. Олечка, по-моему, у тебя здесь квартира. Здесь 2 блока. Я смотрю, входная группа шикарная. Здесь машины едут, надо пропустить. Территория чистая. Ну, Сите уже сдано. Люди живут. Зайти не могу. Здесь охрана.
Ну, вижу, есть спортивная площадка, потом беседки. Ну, я думаю, в середине там есть бассейн. И вот так все выглядит. Если на эту сторону вас окошки, вы увидите этот блок и вот этот блок второй. Территория большая, смотрю, много парковочных мест. Очень хорошо. Ну, вот это новый дом. Тоже территория, видите, ухоженная. Везде зелень, все цветет. Вот это белые кусты, жасмин. Знаете, какой запах? Просто едешь, за километр слышно. Аромат жасмина. Очень приятный. Ну, а дальше, видите, новостройки. С этой стороны я покажу вид на дом. Потихоньку еду на велосипеде. Много окна уже застеклены, балконы сделаны. Вот такая территория шикарная. Все зелено. Рядом новостроечки. Сады вырубаются. Вот туда, если посмотреть, видите, где мечеть, там сады. Ну, немного. И дальше смотреть вот туда. Вид на горы шикарный. Так все выглядит на сегодняшний день. Дальше там дороги, я смотрю, нету. Уже не буду ехать. И вдали новостройки. Сейчас развернусь, поеду обратно. Дома заканчиваются вот эти. И здесь новые стройки, видите, идут туда дальше, ближе к горам. Ну а дальше впереди это очистные. В общем, показываю все как есть. Ребята, проезжала мимо, остановилась. Здесь рыбный базар, он работает каждый день. Сейчас хочу перейти дорогу и показать, какая рыбка есть, по какой цене. Мы здесь заказывали рыбку, здесь ее готовят, можно забрать готовую или покушать на месте. Так что пойдемте посмотрим, что почем. Сейчас перейду дорогу. То машины едут со всех сторон. Вот это рынок, видите, Балык Пазары, мы зайти Белядиеси. Он работает каждый день. Посмотрим, какая рыбка здесь. Подошла к первому магазинчику. Смотрите, здесь, видите, все почищено. Мелкая рыбка, какая-то селедочка. Все свежайшая рыбка привозит. И леврек, и чупра. Полностью все есть. Вот такая еще, смотрите, какая огромная. Я не знаю, ну, около метра, наверное. Очень большая такая рыбеха. Она, причем, это самая большая, вот эти чуть поменьше. Хочу показать, смотрите, какие зубы. Ужас. Вот это рыба. Угу. Помимо рыбки продают креветки и кальмары. Кальмары уже все очищено. Хорошие, беленькие такие. В общем, очень много рыбки. Сейчас пройдем вокруг, посмотрим. А, еще есть, смотрите, еще есть мелкие такие креветки. Вот это, по-моему, я не знаю, барабулька. Если неправильно сказала, поправьте. Какая-то рыбка. Локацию этого рынка я обязательно закреплю в описании под видео. С этой стороны павильончик. Нам здесь готовили рыбку. Вот здесь, смотрите, что делают. Есть цены. Сделаю, видите, как скриншот можете сделать все. Что почем. И здесь вот, да, и мужчина говорит, что можно покушать вот здесь, видите. Ну, сейчас накрыли террасу, а раньше была она открытая терраса. Ну, я подойду попозже немножко. Сейчас попробую зайти. Мне разрешили. Да. Мераба, колай гельсен. Здесь мужчины работают. Видите, на гриле жарят. Гриль. Тамам. На гриле жарят эту рыбу. Если какие-то салаты, соусы, тоже все готовят. Поэтому все открыто. Кстати, готовят очень вкусно. Мы заказывали несколько рыб. Как-то собирались с друзьями отдохнуть. И заказали здесь рыбу. Приготовили прямо при нас. Все свежее, очень вкусное. Сейчас я подошла ко второму прилавку. Покажу, какая здесь рыба. В общем, все посмотрите. Посмотрим. Вот только что принес мужчина креветки. Вот такие. Это маленькие. Здесь очень крупные. Рыбку, как всегда, видите, чистят. Можете взять домой уже готовую, почищенную. Или вам прям при вас почистят. Любую, какую захотите.
Рыба разная, видите, чупра маленькая есть, дорада. Все есть побольше, выкладка шикарная, все есть. Лагос. Лагус вот такая рыба, и самон есть. Видите, вот эта турецкая рыба самон. Халили. Я поняла, да, очень вкусно. Ребята, в общем, рыбка начинается от 500 лир. И самая дорогая, вот эта рыбина, килограмм 2000 лир. Вот с такими зубами. Самая дорогая рыба. Ну и подошла я к последнему прилавку. Посмотрим. Здесь вот это турецкий самон, красная рыбка. Она стоит 400 лир килограмм. Ну, а остальная практически в такой же цене, как и раньше я спрашивала. Вот так все выглядит. Шикарная выкладка. Посмотрите, чего здесь только нет. Вот такая есть рыбеха. В общем, очень много. Я возвращаюсь сюда, во внутреннюю часть двора. Видите, хочу показать, что вы можете здесь посидеть. Рыбку вам готовят, например, да? Вы пока ждете. И здесь в тенечке покушать. Раньше вот этого навеса не было. Ну, мы заказывали и в сите кушали. Вот так все выглядит. Классно. Здесь два зала. Один и второй зал, видите? Очень хорошо. Все аккуратненько, чистенько. Есть на улице беседки. Можно отдохнуть, подышать воздухом, подождать, пока рыбку жарят. Ребята, и раз я здесь недалеко от другого рынка, вот по пятницам, который обычно я приезжала, недорогой, мы заскочим, посмотрим. Ну, так, немножко, несколько позиций. Все не будем смотреть. Сейчас перейду дорогу, потому что велосипед там оставила. И поедем, глянем, почем нынче фрукты, овощи. Ребята, остановилась у рынка по пятницам. И вот смотрите, какая здесь мечеть красивая. Сейчас зайдем на рынок, быстренько глянем, что почем. И поедем дальше на набережную. Хочу показать с этой стороны хозяйственная часть. Видите, все мелочи. Дальше идет одежда, ну, сумки, посуда. В общем, все, что нужно. Как говорят, 1000 мелочей, да, вот это два ряда. Очень много всего. Ну, мы пройдем, глянем, почем продукты. Что здесь есть. Орехи, кстати, я смотрю, 200 лир. Хорошая цена. У нас на рынке по 300 лир продают. Мераба. Да, смотрите, орехи шикарные. Надо, наверное, взять все-таки будет. Ну, сейчас быстренько сниму и возьму орешки. Ну и заодно покажу вам, ребята, смотрите, что здесь есть. Финики в ассортименте. Вот такие огромные просто финики. Пастила, чурчхела, большие ряды. Я смотрю, груши здесь подешевле, чем у нас. Вот эти вкусные груши. 70 лир, авокадо 250, киви 50 пакет, мушмула по 70 и персики. Вот такие они зеленые, тоже по 70 за кило. Цены дешевле. Потом абрикосы 70, у нас по 100 были на субботнем рынке, видите, цена дешевле. И сливы алыча по 80, у нас были по 200, по-моему. Что еще? Здесь виноградные листья для сармы привозят, видите, молодые листики. Есть апельсины, портокал. Вот эти вот апельсины сладкие. Когда будете брать, всегда берите вот такую вот часть. Если она есть, это значит вкусная. Если просто точечка будет, с точечкой, это апельсины для сока. Все есть, видите. Цветная капуста 80 лир. Маленький, поменьше качан. Тана это штука. 100 побольше и совсем маленький, ну где-то на килограмм. 60 лир. Чеснок молодой по 100 лир. Это пучок. Потом, не знаю, вот это что такое. Скажите, ребята, если кто брал. Какая-то хвостики какие-то стоят, кстати, 150 лир кило.
Кенгер какой-то. Не знаю, никогда не готовила, без понятия, что это. Напишите в комментариях, если кто знает. Помидоры 110 лир, огурчики 35. Недорого. Так, салат айсберг. Что тут у нас? 10-15 лир. Капуста такая. Да, капуста молодая 30 лир. Баклажаны 20. Есть по 50. Немножко другой сорт. Вот такие, более круглые. 50. Перец 150. 40 лир. Это острый. Ачи. Ачи это острый перец. 40 лир. Ну и картошка. Глянем почем. Молодая картошка 3 килограмма 100 лир. Поменьше. Ну, есть и более крупненькая. Все нужно выбирать. Лук тоже 100 лир 3 килограмма. Чеснок. Да, я знаю, что вкусный, сладкий. Татлы. Тамам. И что еще? Смотрите, мята по 10. Ну, зелень обычно недорогая. Я поняла, да. Говорит, как его зовут. Все, да. Так, что еще? Редиска 20 лир. Пучок. Шпинат, салаты. В общем, все есть. Морковка 40 лир. Ну, почти такая же цена. У нас 40, иногда 50 бывает. Вешенки, шампиньоны. Все кричат, зазывают. По бананам. Что по бананам? 90 лир и 120. Более вот такие желтые бананы. Ну, это завозные, скорее всего. Дальше абрикосы. Нектарины по 80, одинаковые, но еще зеленые, они твердые. И абрикосики такие, они желтые, но они твердые еще, дубовые. Обошла следующий ряд, я смотрю, молодой человек у нас работает здесь, в этом тедже. Клубнику продают, сливы продают, миндаль продают. Смотрите, какой волосатый, кислый, но турки любят это. И все остальное, абрикосы, грибы, в общем, целые ряды. Смотрите, ребята, все есть, все, что хотите. Арбузы здесь по 70 лир. Можно взять кусок, вот такой, можно половинку. Дыни по 100 лир. Таная штука, вот такая желтенькая, смотрите, камера не передает. Пахнет ароматно. Хорошая, и вот такая красиво смотрится. В общем, есть все, ребята. Ну, у меня сегодня планы еще поехать на набережную. Не знаю, получится у меня сюда вернуться или нет. Может, и не вернусь, поэтому покупать пока ничего не буду. Артишоки чищенные, вот так они, видите, внутри почистили. И вот так они выглядят нечищенные. Зелени очень много, есть все. И капуста, и салаты, и имбирь. Смотрите, свежий имбирь какой шикарный. Все полностью есть. Ребята, а что хочу сказать. Ну, правда, рынок дешевле. Куда ни кинь, везде немного, но дешевле. У нас, по-моему, в Тедже самый дорогой базар. Поэтому я иногда приезжаю сюда, но к вечеру цены здесь еще будут дешевле. Друзья, мы пробежались немножко по рынку пятничному, посмотрели, что почем. В общем, ну да, дешевле немного. Видите, у нас как-то цены сильно задирают, а здесь более дешевые цены. Чем дальше от Теджа, тем рынки дешевле. Это вывод точный. Я теперь хочу проехать вниз туда, на набережную, посмотрим, в каком состоянии пляжи, что там делали или ничего не делали. В общем, все посмотрим. И, ребята, я вас беру, как всегда, с собой, поэтому присоединяйтесь, наливайте еще чаек, поедем, посмотрим. Все, погнали дальше. Ребята, я выехала на набережную. Смотрю, здесь люди уже купаются, кто-то отдыхает. Вот такая, видите, набережная какая хорошая. Для велосипедов есть синяя дорожка, для пешеходов. Очень хорошо. Выехала я, знаете где? Вот рынок по пятницам, спуститься вниз. И вот как раз от границы, где полицейский участок, в сторону дома еду. Видите, коммунальные службы приводят все в порядок, поливают, моют. Очень хорошо. Здесь немножко дорожка, видите, такая
брусчатка, ну, выложена. Памятник такой интересный, из камня сделан. А дальше перееду мостик, и будет уже нормальная набережная. Да, мостик переезжаю, но набережной пока нету нормальной. Зато посмотрите, какое шикарное море. Сейчас проеду немножко. Ну, здесь спущусь. Такой крутой спуск. Там ребята внизу. Не хочу беспокоить малышей. Ребята, я еду вдоль набережной. Видите, дороги здесь нет. Это вот в сторону Теджи. Море шикарное. Попозже там где-нибудь выйду. Посмотрим, какое вблизи море. Ну, пляж такой, видите, мусора много. Ну, а что далеко идти? Сейчас остановлюсь. Ой, скользко. Пытаюсь тут спуститься. Мусора, конечно, много. Видите, здесь плиты. Поэтому всегда берите кораллки. Но вода классная. Смотрите, видно все камушки. Водичка чистая. Вот если в ту сторону поехать, Соли, там пляж, все. Ну, сегодня мы поедем уже в эту сторону. А в следующих видео я покажу ту сторону, где пляж, и где есть платный, и в сторону Помпео-Полиса поедем. Ну, а на сегодня вот так, ребята. Такая красота. Плиты, конечно, смотрите, какие большие. Но есть такой мостик, можно зайти спокойно в воду. Ну а я возвращаюсь. Видите, какой мусор везде. Там сите поставили столики. Вечером люди кушают. Выставляют, видите, чтобы не носить каждый день из дома. Поставили пару столиков. И вечером приходят и кушают. Такая красота здесь. Ну, а мы легких путей не ищем. Едем по такой дорожке, которой нету. Сейчас объеду немножко мужчину. И дальше впереди, смотрю, бетонная дорога есть. Посмотрим, насколько ее хватит. Потому что она не везде здесь. Дорога эта. Такие деревья. Площадки есть, видите, для футбола. Вообще в Турции очень много и спортивных площадок, и зон отдыха. Сюда приезжают на машинах. Везде есть, видите, мусорные баки. Если что, выбросить мусор, но турки не всегда выбрасывают в эти баки. Вот так мы едем по этой дороге. Хочу показать, здесь есть ресторан рыбный. И вот сюда турки приезжают, там дальше столики есть, можно самим покушать, разжечь мангал. Ну, здесь такая территория, где черепахи откладывают яйца. Это огромные черепахи карета, откладывают яйца и вылупляются там маленькие черепашки. Но трогать эти кладки ни в коем случае нельзя. Иначе огромный штраф. Видите, какая дорога идет. И это вот как бы такая зона. Вот видите, есть везде такие беседочки со столиками. И во всех, там где кусты, и на набережной. Вот столик, пожалуйста, стоит. Люди остановились и идут на набережную. Везде есть скамеечки. Видите, внутри там вот проезжаю. Вы можете покушать прямо у моря. Классно. И здесь выходной обычно, да и в будние дни. Вот сегодня пятница, да, люди приехали пообедать. Вот этот лесной массив, полностью здесь сосны. И везде беседки внутри есть. Воздух, конечно, шикарный. Много машин приехало. Выходят и наслаждаются. Жалко, конечно, что вот эта вот линия набережная, да, она не доходит
до Теджи. Там получается эвкалиптовая роща, и невозможно пройти. Песчаная тропа такая, ну там не проехать, не пройти. Ну, мы попытаемся проехать. Буду вести в руках велосипед. А так, видите, вот есть водичка, где можно набрать. Столики. Прийти, покушать. Мангал поставить свой. Пахнет шикарно, конечно. Шашлыками. Зона для отдыха просто сумасшедшая. Сосны, шишки. Это вообще красота. Видите, для деток есть горки. Можно детки поиграют, пока вы готовите. Сейчас буду спускаться вниз. Остановилась, хочу показать. Вот это, видите, высокое здание. Марвиста, оно, по-моему, 25 этажей. Это недалеко от Теджи. И вот, если сюда идти к морю, вот эта роща, шикарное море. И вот этот парк, ребята. Вот если вы хотите, если машиной заезжать, нужно немного проехать. Там гостиница есть и въезд рядом с гостиницей. Ну а я сейчас буду по крутому спуску спускаться. Это эвкалиптовая роща и сосны. Воздух, конечно, обалденный здесь. Так что можете сюда приехать, посидеть, отдохнуть. Хотела спуститься на велосипеде, но решила пройти. Посмотрите, какие эвкалипты. Высокие-высокие. Обалдеть просто. Вот такая роща. Я не знаю, сколько ей лет, но решила пройти. Велосипед в руке качу, подышать таким воздухом. Огромные эвкалипты, шикарные просто. Смотрите, какие у них стволы. Вот такая дорога, видите, песок, ничего нет. Но здесь более твердая, а чуть дальше будет, там глубокий песок. Тяжеловато будет катить велосипед. Ну, вот смотрите, какой ствол. Вот такая крона, высокая-высокая, я не знаю, 1,50 м, наверное, если не выше. Очень высокие. Я спустилась с горки, и смотрите, здесь что-то, то ли ресторан, то ли какая-то база отдыха. Да, готовят все к летнему сезону, площадку готовят, навесы есть. Я думаю, летом здесь какие-то дискотеки, наверное. Ну, посмотрим, что будет ближе к сезону, все узнаем. Ну, а я сейчас иду вот сюда. Видите, немного сняли землю, здесь что-то разрыли. Неужели тут дорогу эту делают? Ой, везде кора из эвкалиптов. Видели, как вот эвкалипты, они сбрасывают кору, вот такое огромное дерево, и сбрасывают кору. Поеду вот туда. Ну что, дорожка, только вот это есть. Сейчас мы выйдем, здесь такая заброшка, и пройдем сквозь рощу эвкалиптовую. А если на дорогу выходить, это Ауди-центр. Вот до этого места можно от Теджи дойти пешком по набережной. Ну, когда сделают мост еще, вот этот переход до Сен-Менли. А так вот такая дорога. Есть заброшки, видите? Стоит дом, я не знаю, уже полуразрушившийся. Наполовину разрушенный дом. Ни окон, ничего. Или не достроили, скорее всего. Разорился застройщик, и это уже сколько лет стоит так. Осталось совсем немного проехать, и я выеду на нормальную дорогу. А здесь эвкалипты, я не знаю, ну, лет по 50, наверное, точно им, если не больше. Какие кактусы шикарные. Уже плоды такие, знаете, цветочки, а потом плоды. Здесь старые сеты вдоль набережной. Но все в цветах. Смотрите, как ухаживает КПГ. Я еду. Сколько тут уже немножко осталось.
И чуть дальше уже будет более-менее нормальная дорога. Вот с этого места уже начинается дорога более-менее. Видите, она не широкая, но, по крайней мере, здесь можно прогуляться. Еду вдоль набережной, смотрю, что-то обустраивают. Какую-то зону отдыха, может, будет какой-то пляж платный. Посмотрим. Здесь широкая полоса прибрежная, песчаная. Видите, вся изрыта ямами. И таблички стоят. Это вот про черепах-карет, о которых я говорила. Не трогайте кладку, если увидите. Иначе будет штраф очень большой. И зачем вам эти неприятности, да? Вот видите, по всему берегу эти таблички. Еду по пляжу, ветерок обдувает, не знаю, слышно или нет. В одной руке держу камеру, а в другой руль. Дорожка не очень широкая, но, слава богу, никого сейчас нет, поэтому спокойно можно ехать. Ой, как классно, прям такой, знаете, и свежий ветер, и в то же время горячее солнышко нагрело, но погода замечательная. Наверное, уже лето. Ну и пора. В этом году лето запаздывает как-то. Ой, дует. Не знаю, слышите вы меня или нет. Можно, конечно, на трассу Д400 выехать, но я хочу проехать с вами вдоль набережной, посмотреть на море, с вами поделиться. Такая красота. Еду не очень быстро. Ребятишки купаются. Многие уже купаются. Я тоже ходила, плавала. Водичка хорошая была, а потом дожди были, похолодало, но сейчас все восстанавливается. А вот тут домики для котиков закрыты. Все оберегают, кушать приносят. Там внутри и лежаночки для них есть. В общем, все предусмотрено. Мераба. Вот здесь небольшой участок, где бетонная дорога и асфальт. Уже готовят такие заходы для воды. Видите, чтобы спокойно было зайти в море, каменную вот эту гряду пройти. Ставят такие штуки. Иногда кладут деревянный пол, иногда металлический, а иногда просто опоры, а нету пола. Идешь просто в обуви. В общем, у каждого сета по-разному. Здесь тоже, видите, молодой человек что-то там варит с варкой. Вот такая красота, покажу вам. Старые сете, и это за сете такая территория красивая. Здесь ресторанчики рыбные, где можно посидеть, вечерком покушать рыбку. Видите, очень много таких вдоль набережной. Но в Тедже не совсем много, там один ресторан и ближе к субботнему рынку. Там благоустраивают ресторанчик небольшой. А так вот в эту сторону такая красота. Хочу показать вот это парк, куда мы ходили раньше гулять. Здесь такие деревья, смотрите, сплошным ковром. Небо не видно из-за кроны. Тенек хороший. Есть кафешки. Можно посидеть, попить кофе. Парк большой. Здесь еще такая территория, я не знаю, от Беледие. Какие-то насосы, в общем, что-то такое. И море рядом. Можно посидеть, подышать. Скамеечки везде есть. А дальше там есть качельки. Детки играют всегда на качелях. Вот пока мост был цел, мы сюда ходили. Классно, конечно, прогуляться. Все красиво, чистенько. Ну, сейчас немножко мусор есть, но всегда стараются убирать. Но листья сыпятся, поэтому такой мусор.
из-за листьев. А вот здесь, вот видите, сейчас ничего нету, просто зеленое покрытие. Здесь обычно столы ставят на лето и идет футбольный матч. Это все от этого кафе. Вот уже продают кукурузу вареную. А вот дорога, это вот на воскресный рынок, как я вам говорила. Какие виллы, да? Хотели бы вы так жить рядом с морем? Я бы хотела. Но это очень-очень дорого. И море рядышком. Дорога никакая, видите? Здесь же все было размыто. Ну, по-моему, деревья какие-то спилили, мне кажется. Друзья, мы сегодня с вами проехали от Соли в сторону Теджи. Ну, а в следующих видео мы проедем от Соли уже туда, в сторону города. Посмотрите, какие там пляжи. Там и платные есть пляжи, и Помпео-Полис заедем. Посмотрим. В общем, следующие будут видео, другие съемки. Как всегда, у меня просьба к вам зайти на мой второй канал, кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Будет закреплен внизу под видео. Заходите, я буду очень рада. Я там готовлю простые, но вкусные блюда и делюсь рецептами. Ну а на сегодня будем закругляться. Друзья, всем пока-пока. До новых встреч в новых видео. Мы еще много чего не сняли. Обязательно снимем. И, как всегда, я вас возьму с собой. На сегодня, друзья, всем пока-пока.